Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алекс и игра Generals Zeraor. Карта Oxygen One. Сверху стартует Team Step, Генерал Фай, пехота Китая. На нижней позиции Маракар, Генерал Тонс, лазеры США. Прошедшая мировая серия оставила после себя немало хороших поединков, и этот, на мой взгляд, не исключение. Четвертьфинал, карта названа в честь крупного спонсора турнира Oxygen или Oxygen, если удобнее, ну и топовые бойцы, мастера в мире генералов. Игра будет долгой и полной событий, начинаем обозревать. Ставится казарма от Маракара, командный центр распродается, есть электростанции, ставится, естественно, сапплай. Нужно добывать ресурсы. Ставится военный завод и еще одна казарма. Вполне вероятно, Маракар будет учить захват и флешки в одной из казарм. Спамятся вовсю рейнджеры. Все-таки первым делом будет Маракар изучать захваты. Вышек на карте 4 штуки, по одной у каждого из бойцов на базе и 2 справа под прикрытием арт-платформы. Team Step также выдвигается своими пехотинцами на правый фланг. Я думаю, что будет пытаться пробовать работать на опережение, не дать Маракару со старта захватить 3 вышки. Едет дозер, вполне вероятно, что здесь просто будет стоять бункер, и рейнджеры уже, естественно, никак не подойдут, ведь есть двухлычковый миниганер. Пехота у пехотника сильная, естественно, берутся еще и лычки в повышениях. Есть филд у Тимстепа, есть казарма, спамятся во всю пехота. 2 сапплая не продавал Тимстеп свой командный центр, есть электростанция. Ну а мы ждем от пехотника, вероятнее всего, Хеликс при таком билде. Другого здесь просто ничего-то и не сделать. Да, Хеликс. Хеликс, пехота есть, загружается, естественно, в этот самый вертолет. Ну и ждем изучения бункера. Побежал рейнджер вперед на центр, захватывать арт-платформы. Здесь фонтан такой какой-то стоит. Есть ресурсные коробки. Вообще ресурсов достаточно много. Слева также коробки здесь лежат. Есть Хаммер, и Маракар уже даже выучил грейд на ракеты Тоу, лазерлоки. Помогает при этом при всем Хаммер с этими самыми Тоу, но летит Хеликс вперед, и почти Маракар его добил, но потерял свой Хаммер. Хеликс каленый, можно возвращать обратно на базу, подхиливать, ну а пехота наступает. Впереди есть Хаммер, у Хаммера есть Тоу, вопрос пустой, он пустой. Противостоять будет такой пехоте довольно трудно. Справа бункер от Тимстепа все-таки существует. Да, состоялся, пехота там сидит, и, естественно, уже сюда рейнджерам-то будет проблематичнее подойти. Маракар выучил захват и уже захватил свою первую вышку. И тем временем падает Хеликс. Все-таки Маракар его уничтожает. 2 Хаммера пытаются противостоять пехоте, но -1. Есть 2 рейнджера, флешек пока нет, Маракар не изучил, но, по крайней мере, смог уничтожить миниганера, а с ракетчиками, я думаю, что справится. А вот и появляются флешки. Заминировали казарму. Ракетчики заминировали казарму, но я думаю, что казарма выживет. Еще один взрыв, и казарма остается на месте. Маракар пока со всеми зданиями, которые он изначально построил. Захвачена арт-платформа на центре, как я ранее говорил, и минус рейнджер. Вторую арт-платформу захватить не удалось, и второй Хеликс на карте. Работает по арт-платформе и закрывает ее полностью. 2 Хаммера пробили по Хеликсу, но практически, слушайте, а как бы не забрал бы сейчас Маракар этот Хеликс, и Хеликс спал. Даже не удалось Тимстепу высадиться. И 3 Хаммера, вопрос, насколько они нагружены. Ну, там максимум есть 2 ракетчика, может быть 1 ракетчик и рейнджер. Ну, 3 Хаммера идут, тем не менее, вперед к Тимстепу на базу. Есть ли чем принимать? Пока юнитов на базе у Тимстепа я не вижу. Вижу только 2 ракетчика, 3 ракетчика, 4-й выходит. И -1 Хаммер. Хорош, Тимстеп. 1 Хаммер собрал, но 2 ракетчиков потерял. Есть рейнджер, есть ракетчик от Маракара. 1 из Хаммеров работает по саппалтракам, но выходит пост. И есть уже 1 миг, но пока еще без напалма. Работает еще 1 Хаммер также по саппалтракам, и Хаммер уничтожается. -2 Хаммера из всей троицы. 1 отступает. Пехота. -1 ракетчик. И практически закрыли здесь этого 3-лучкового рейнджера. Героический рейнджер, на самом деле, один здесь сражался против такого количества пехоты от Тимстепа, но все-таки пал. И Хаммер, последний из этой группы, идет уничтожать саппалтраки. Но есть пост, есть, как я говорил ранее, есть авиация, есть МиГ. И сейчас просто этот Хаммер закроет полностью. Да, но 1 саппалтрак Тимстеп потерял, а слева на сапплае все живы. То есть, по сути, провальная, я считаю, атака. Справа тем временем работает Хаммер от Маракара. Ракеты Тоу, напоминаю, изучены. Есть там ракетчик и закрывает одну из вышек. Тимстеп себе 2 вышки-то взял на центре. Тимстеп также взял себе вышку и у себя на базе. И бустанул, по сути, в сумме на $3000. Со старта очень даже
Прекрасно. Хороший буст. Высаживается ракетчик, будет садиться в башню. Рейнджер также высаживается. Будет здесь Маракар сидеть и мешать Тимстепу проходить своими постами. Если, конечно, Тимстеп там пойдет. Минус миниганер. Хотел, видимо, Маракар уничтожить вышку Тимстепу на базе, но не вышло. Работают 2 мига, миги уже с напалмом, даже 3 есть уже у верхнего-то бойца. Шикарно. Но я думаю, что будем ждать также и 4-й пост налево. Пока просто стоит. Можно в башню кого-нибудь посадить, но есть рейнджер, у рейнджера есть флешки, и это все спокойно выбивается. Тимстеп вышел уже, я так понимаю, по счету уже, да, в 4-й ресурсный центр, плюс есть вышка, хорошая экономика у верхнего бойца. Потерян пост. Здесь один рейнджер, по сути, с флешками загасил всю пехоту из этого поста. Миги летают. Миги в воздухе. Есть 2 хаммера. Хаммер Стоу. Пробитие. И минус 1 хаммер. Также был уничтожен рейнджер. И один миг все-таки пал. Второй рейнджер также минус. Направо пехота. Но там фейербейс плюс рейнджеры. Как бы прорваться здесь не удастся. Я думаю, что здесь Маракар справится. По экономике у Маракара 3 саплая, все хорошо, есть вышка. И, кстати говоря, побежал рейнджер захватывать нефтеперерабатывающий завод. Маракар хочет себе скидку на юниты. Закрывается пехота. Минус все ракетчики, хаммеры и рейнджеры с флешками, конечно, очень хорошо отрабатывают пехоту пехотного генерала. Спамятся вовсю миниганеры. Я так понимаю, хочет плотнее Тимстеп загрузить свой бункер. А тем временем летят миги. Залетает по ним, идет пробитие. Дотянись до дозера, дотянись, Тимстеп. И минус еще один миг, но дозер выживает. И, кстати, на секундочку, это ведь был последний дозер Маракара. Если бы хотя бы еще один миг выжил, то дозер был бы уничтожен. А это значит, что Маракар дальше бы не смог развиваться. И можно было бы просто его добивать. Но дозер выжил, миги были уничтожены. И Маракар в игре. Появился Мститель. Почти достроил, кстати говоря, стратегический центр здесь Маракар. Но пока дозер увел военный завод, будет его чинить. И Тимстеп идет по центру, но нарывается. Нарывается на пачку хаммеров. Пост был вскрыт, много пехоты. И посмотрите, какой Тимстеп, а. Ну как же круто он делает. Он привел дозер и ставит бункер. И сейчас на центре просто будет большая проблема для Маракара в виде пехотинцев. Сейчас уже будет сюда тяжело подъехать. Много потерь на самом деле сейчас от американца. Рейнджеры, конечно, сейчас надо бы отступать. Здесь ракетчиков достаточно много. Рейнджеров просто всех перебьют. Миги в воздухе. И минус хаммер. Но и минус миг. Минус также и часть пехоты. Хорош, хорош. Тимстеп. Сюда бы парочку миниганеров, конечно. А вот как раз и он. Но думаю, что тут Маракар-то с ним справится. И справится достаточно легко. Но пришлось увести чинуки. Это значит, что на один саплай временно Маракар-то пострадал. Налево вовсю здесь качает Тимстеп, но ранее что-то тут явно по саплтракам-то било. Возможно, какой-то пехотинец. Есть здесь 2 миниганера, и Тимстеп справляются. Чинуки летают на дальняк сюда на коробке. Здесь есть в башне какой-то пехотинец от Маракара. Возможно, ракетчик, возможно, рейнджер. Ну, пока какое-то худо-бедно прикрытие для этих чинуков имеется. Нужно бункер вскрывать. Нужно бункер вскрывать. Он, конечно, сильно тут мешает. И, наверное, даже пробовать выбивать и эти позиции, и забирать себе вышку. Возможно, Маракар этим-то и будет заниматься. И загружается пехота в еще один домик слева. Но тут есть танк-дракон. Драконом можно попробовать все это дело здесь уничтожить. Бункер вскрывается. Минус вся пехота. Миниганер также идет под снос. Есть 2 мстителя, есть стратегический центр. Стратегия Search and Destroy активирована. И ставится 2-й военный завод. И есть командный центр. Это значит, что у Маракара открывается миникарта. Миниганеры идут вперед, отгоняют чинук. Идет дракон слева, лазерлок, дракон минус. С помощью рейнджеров, по идее, должен здесь Маракар справляться и закрывать пехоту китайца. А тем временем миги залетели. Минус хаммер. Но это все. Это все, что смог здесь Тимстеп забрать. И потерял, кстати говоря, 1 миг. Даже 2 мига потерял Тимстеп. И у Маракара появляется 3-й ранг. И появляются снайперы. Снайперы, конечно, очень хорошо будут Маракару помогать. Ой, как хорошо они будут помогать американцу против этой злостной, этой беспощадной, безжалостной
пехоте. Вскрывается дом. Большая армия по левому флангу заходит, а вот Маракар предпринимает попытку прорваться направо. Вскрыл здесь бункер и много достаточно рейнджеров. 3 штуки, ракетчик здесь, есть снайпер, идут вперед. Видимо, будет Маракар перехватывать, платформу захватывать, вышку перехватывать себе. А Тимстеп выгнал дозер на центр, поставил бункер, и можно сюда ставить, в принципе, саплай. Ну и прорыв слева. Прорыв слева от пехотника. Справа тем временем залетели миги, пробили по пехоте, не дают перехватить вышку, ставится Firebase, ну а слева идет война. Скрывается тем временем саплай и летит ковровая бомбардировка, а здесь юниты от Маракара, но ковровка сбивается, но попал! Попал, все-таки снаряд попал по Маракару, раз, два, три, четыре, пять, 6 хаммеров сбил! 6 хаммеров, господи, как же это было много и больно. Опять миги прилетели и не дают перехватить вышку. Дракон пришел, лазерлок, плюс еще и Firebase помогает, и минус танк-дракон. А тем временем арт-удар и минус казарма. Боже мой, повышения летят одно за другим. Как это сейчас было больно. А Тимстеп поставил саплай на центр и отступил с левого фланга. Пехота также уходит, работает здесь рейнджер с флешками. Ну, один рейнджер, можно было, в принципе, его бы и закрыть. Firebase работает по посту. И никак не давали перехватить вышку, но все-таки Маракар справляется. Все-таки вышка под его контролем. Хаммеры прогоняют пехоту. Слева, кстати говоря, тоже достаточно много пехоты. Но вот здесь бы снайпер бы не помешал. Минус пост, минус труповоз, минус еще один пост. Перехват казармы, но этого сделать, конечно же, не дадут. И миги взлетели. Миги в воздухе, как больно, господи. Минус мстители, минус 2 хаммера. Ну и минус 1 миг, я так полагаю, да. Пытается здесь закрыть Маракар Тимстепу пост. И удачно. Плюс еще и снайпер дорабатывает пехоту. Рейнджеры также с флешками. Все, с правого фланга тут все очищено. Тимстеп опять идет постом вперед. Но я думаю, что здесь Маракар справится. 2 арт-платформы, плюс рейнджеры, плюс снайпер. Должно быть здесь, в принципе, все это дело закрыто. Но вот потери по хаммерам, конечно, у Маракара жесткие. У него осталось тут 4 мстителя и медичка. 4 ракетчика и снайпер. Ну вот один хаммер еще подтянулся. Пробивает бункер пехотинца. Слева новая армия. Вот пост можно было бы, кстати говоря, пригнать и уничтожить снайпера. Он здесь ни к чему для пехотника абсолютно. Посты через центр. Чинуки уходят. Не дают им здесь добывать. Минус 1 пост. Но пехота выживает. Лазерлок. Второй пост также вскрывается. Нужно чем-то дорабатывать. Снайперы здесь нужны. На левом фланге тем временем Тимстеп. Есть тут какая-то тут армия у Маракара, но, по-моему, для Тимстепа это абсолютно какая-то не помеха. Ну как-то маловато. Маловато, на мой взгляд, юнитов сейчас у Маракара против Тимстепа. Минус саплай. Лазерлок на танк-дракон. Справа тем временем ковровая бомбардировка. Там на пути военный завод и стратегический центр. И неужели она все-таки сделает выстрел? Да, и минус военник и Сёж также собирает Тимстеп. Шикарно. Ой, как шикарно, какая ковровка была замечательная. Минус 2 здания, да и при том жизненно важных сейчас для Маракара. И Маракар, кстати говоря, отбивается с левого фланга, но теряет саплай, теряет военный завод, теряет стратегический центр. Тяжело. Тяжело нижнему бойцу. И двойная А10 и минус саплай, и минус все саплтраки. Сколько повышений сейчас бойцы просто выпускают одно за другим. Через центр идет армия пехоты. Лазерлок. Лазерлок мешает ЕЦМ танк пробить пост. И пехота вся закрывается. На левый фланг достаточно много идет мстителей и пехоты. Есть, кстати говоря, здесь 4 хаммера. Но и на правый фланг тем временем наступает Тимстеп. Минус электростанция. Какая-то выдвинутая, непонятная абсолютно мне электростанция. Ее запросто здесь уничтожают. Но Firebase, хаммеры, много рейнджеров, плюс снайпер. Не рискует Тимстеп сюда направо зайти. Идет через центр. Маракар тем временем наступает слева. Вскрывает практически, да, вскрыт бункер, уничтожается техника и пехота Тимстепа, уничтожается дозер, ну и нужно сносить тогда уже оставшиеся здесь здания. Минус чинуки. Скрывается казарма минус. Работает арт-платформа, слушайте, а на базе маловато. Маловато опять юнитов, работает снайпер. Минус пехота. Зажался как-то Тимстеп. Хватит ли у Маракара сил сейчас добить оставшиеся юниты Тимстепа на своей базе? И зажигается, слушайте, военный завод. Завод минус, заводов нет. У Маракара нет заводов, но он хотя бы очистил все позиции Тимстепу слева. Но на базе-то еще господствует. Господствует пехотник.
Дракон идет вперед. На пути командный центр, кстати говоря. А где дозер? Это последний дозер? Нет, есть еще один. И он ставит военный завод. Слева дозеров не наблюдается. Слушай, так это 2 дозера, и это все. Если сейчас мигами просто зарядить. Если зарядить сюда в дозер. А, вот третий. Есть 3 дозера. 3 дозера у Маракара. Работает по командному центру TeamStep. Пытается дозер как-то этот командник подхиливать. Тем временем Маракар предпринимает попытку прорваться на центр. И слушайте, удачно. Он уничтожает всю пехоту, всю технику TeamStep. Но сам при этом теряет командник. Осталось всего 3 здания, что ли? 4. 4 здания осталось у Маракара. Все, закрывается, в принципе, вся армия TeamStep, но Маракар сильно пострадал. Приходится вновь отстраивать командный центр и запускается арт-удар. А на левый фланг тем временем Маракар пытается ставить сапплай. Приехал дозер, есть каркас. Что по юнитам? А по юнитам, ну, есть военный завод, кстати говоря. Да, отстроился здесь Маракар. Много рейнджеров, арт-удар летит на вышку, я так полагаю. Да. Это будет уничтожение вышки. И дозер также забирается. Ставится во всю командный центр. Уже практически 60% ставится казарма. Тут снайпер будет помогать уничтожать пехоту, если она пойдет без брони. Работает хаммер. Это, я так понимаю, сброс. Да, это сброс миниганеров, но есть снайпер. Он поможет и летит, кстати говоря. Да, ковровая бомбардировка. Хотел забрать сапплай, я так понимаю, TeamStep, но не вышло. Команда центр не дает достроить. Сапплай будет жив. И минус еще один дозер. Осталось вновь 2. Сапплай слева от Маракара работает. И пришла пехота на броне. 2 поста плюс ЕЦМ танк. И практически закрыл здесь TeamStep военный завод Маракару. Ну, буквально пару тычек тут дать еще. Почему не добивает TeamStep? Что такое? И дозер пришел, кстати говоря, от него. Но тут есть казарма. Дозер, я думаю, что уничтожить военный завод. У Маракара уничтожается. И летит Эми-бомба, я так полагаю. Да, летит Эми. Но успевает Маракар отправить повышение. Я так понимаю, что это топливо. Нет, это листовки. Это листовки, и замораживается армия TeamStep. А тем временем залетают миги на левый фланг и уничтожают дозер. Уничтожают дозер. Есть здесь 2 поста и есть БТР от верхнего бойца. Ну и Маракар уничтожает армию TeamStep на своей базе. Слушайте, так это последний дозер. Это последний дозер у Маракара. Если каким-то чудом сейчас сюда TeamStep доберется и каким-то чудом выбьет командник, то это дозер Хант. Это дозер Хант, и все, и Маракару GG. Идет армия вперед, и слушайте, и как Маракару тяжко-то на самом деле. Давайте отметим, что Маракару сейчас очень тяжело. TeamStep как-то поинтереснее смотрится, а это топливная бомба. Минус пехота, миги работают. Минус хаммер также. Вышел снайпер, но снайперу хана, посты спалят. Топливная бомба не очень, мне кажется, тебя отработала, ну хоть сколько-то смогла. А тем временем Спектр Ганшип добил вышку TeamStep. Армия TeamStep убивает казарму. На пути сапплай. Сапплай также можно сбривать. Ну вот у Маракара хотя бы еще одна вышка есть. А вышек на карте-то осталась-то одна. Все остальные были уже уничтожены. Что касаемо военного завода. Военный завод Маракар восстанавливает. Есть казарма. На центре здесь хаммер плюс рейнджеры. А слева тем временем TeamStep уничтожает сапплай Маракару. Гонит свой дозер. Я так полагаю, что будет ставить здесь свой ресурсный центр. На базе, кстати говоря, раз продался. Да, здесь сапплай вообще нет. И также продал один из военных заводов. Теперь только с одного военного завода спамит. Спамится также пехота. Налево здесь улетели миги, пока просто стоят, дежурят. Ну и мне кажется, у Маракара как-то мало юнитов. Ну и Маракара-то по экономике также как-то скудновато, мне кажется. Но есть коробки. Есть коробки на базе. TeamStep пока собирает слева. По вторичке, ну вторички ни у кого из бойцов нет. Есть вот у Маракара вышка. И, ну это не вторичная экономика, я считаю. Идет рейнджер вперед и с помощью флешек выселяет пехоту. Можно самому сюда, кстати говоря, в домик сесть и подержать пока в блоке казарму. Налево ставится бункер. Здесь есть мини-армия от TeamStep и вновь через центр пытается зайти. Можно попробовать посвязать щенки. Есть 3 хаммера, 1 каленый. И Маракар будет пробовать опять противостоять превосходящим силам противника. Летит ковровка. И ковровка идет на электростанцию. Сейчас останется Маракар без света. Да. Электростанция минус. Миги залетели. Ударили по 2 хаммерам и хаммеры минус. Есть еще один, есть медичка. Но тут пост, тут труповоз, тут ЕЦМ танк. Снайпер сзади. Снайпер сзади от пехоты. Снайпер минус. Высаживается Маракар. Маловато, очень мало юнитов, я считаю. Есть Мститель. Ставится новая электростанция. И, кстати говоря, нет до сих пор статического центра.
Скидка на юниты у Маракара есть, а вот Тимстеп до сих пор свой НПЗ-то не захватил. Видимо, оно ему ни к чему. Справа тут до сих пор в башне хозяйничает Маракар. Еще минут 10 назад, если не 15, он посадил сюда свою пехоту. Пока Тимстеп не выгоняет оттуда пехоту Маракара. Сбросил на миниганеров и посадил в бункер. Опорный пункт опять здесь у Тимстепа. Он вовсю тут добивает, собирает коробки. Щенки полетели в центр, но тут вовсю Тимстеп. Мне кажется, он не даст добывать. Да, тут у него есть армия. Идут тем временем ракетчики вперед. Миги залетели. Вдарили здесь по Чинуку. Можно отработать пехоту, но предпочел Тимстеп. Попытался, точнее, достать здесь до Хаммера, но в итоге убил оставшуюся тут пехоту. 3 ракетчика минус. Идет рейнджер. Рейнджер каленый. Рейнджера сейчас просто, наверное, передавит. Рейнджер минус. Еще один труповоз добавляется. Пост отступает. Тут 2 ракетчика. Попытался Маракар его вскрыть, но пост уйдет. Еще и выйдет в инвиз. Минус медичка. Работают ракетчики по пехоте противника, с брони выселяют, да, плюс снайпер здесь отрабатывает, можно пехоту бить одну с другой. Был бы это глашник, рубил бы кэшбаунти. Причем очень большое на самом деле. Миги в воздухе. Пока просто на центре летают, не подходят, там Мститель позади есть, нужно быть аккуратным, не потерять. И слушайте, хорошо подбил сейчас Маракар Тимстепа, Тимстеп отступает наверх. Работает пост. Работает пост, и миги-то все-таки залетели и вдарили здесь по Мстителю, и тем временем арт-удар, похоже, что на военный завод. Да, военный завод под снос. Минус, вновь придется военник отстраивать. У Маракара с деньгами это не очень. Очень много пехоты, лазерлоки и минус 2 поста. Хорош. Есть снайперы, можно пехоту уничтожать. Ракетчиков бы желательно, конечно, увести, иначе ракетчикам будет очень плохо от миниганеров. Спектр ганшип. И минус саплтраки, ну и сапла, я думаю, что также будет под снос. А тем временем двойная 10 и минус сапла слева, но он уже был ни к чему. Он уже был ни к чему. Хотя саплтраки здесь ездят прямо к Маракару на базу, на дальняк добывать, но теперь уже придется ехать далековато. Ближайший сапла аж почти на базе. Спектр ганшип улетел за край карты, уничтожил сапла Тимстепа на центре. Полетела ковровая бомбардировка направо, здесь у Маракара есть вышка. Но я думаю, что ковровки не хватит, да и рельеф местности здесь, мне кажется, не позволит так нормально вдарить. Да, вышка выживет. Вышка выживет, но летят миги, которые будут эту вышку до конца закрывать, так еще и по пехоте вдарили. Вышка закрыта, это была последняя вышка на карте. Дрон висит, смотрит, куда саплтраки увозят ресурсы. Маракар, наверное, со слезами смотрит на это. Стоит Хаммер как раз-таки против этих самых саплтраков, скорее всего. Бункер слева, пехота высаживается. Можно отправить сюда, поставить куда-то. Будут уничтожаться чинуки. Это, наверное, минус, скорее всего. Либо Эми бомба. Вопрос, что она здесь будет? Да ничего, просто в никуда. Вот здесь я не понимаю Тимстепа, если честно, почему он сюда сбросил свою Эми бомбу. Вторички ни у одного из бойцов нет. По ресурсам, мне кажется, у каждого сейчас тяжело ставится пропаганда. Тимстеп работает. Уничтожается саплтрак, по снайперам пробил, по дозеру здесь Тимстеп. Конечно, он мигами работает на протяжении всей игры просто великолепно. Есть 3 поста. И полетели повышения вперед, а там как раз таки те самые посты. Боже мой, Маракар отправляет свои повышения в аккурат под огонь постов. Там же есть еще и бункер. Не долетят! Не долетят эти повышения, ну не долетят. Да, повышение сбриты, просто полностью. Филд жив, миги на месте, есть у Тимстепа армия, у Маракара даже нет военного завода. У него только каленая казарма, есть немного пехоты, 4 ракетчика, есть снайпер, слева Хаммер, есть рейнджеры, пилот можно в Хаммера посадить, конечно же. Лазерлоки, но тут еще и, кстати говоря, дозер. Тимстепу было бы неплохо здесь саплай поставить, но только денег бы на это дело найти. Минус вся пехота, 3 поста, ЕЦМ танк, еще одна ЕЦМ-ка подтягиваются. Есть авиация. И вышли, кстати говоря, первые хакеры. Тимстеп потихонечку пытается наладить вторичную экономику, и Маракар предпринимает решение сдаться. Тимстеп побеждает в этом сражении. Мне кажется, что тут нужно отдать должное Маракару, как он сопротивлялся и как жестко давил Тимстеп.
очень крутой поединок, учитывая, что это четвертьфинал, а Маракар уже чемпион, на секундочку. Тимстеп очень силен, Маракар также чемпион, молодец. Мне кажется, что финал следующий ВС будет Тимстеп Маракар. Если, конечно, Xcal снова не придет в форму и просто не уничтожит Маракара и всех, кто у него будет у него на пути, и встанет вновь во главу чемпионства мировой серии. Посмотрим, это уже в будущем. Сейчас настоящее. Тимстеп победил, и поздравляем его с победой. Ну а бой окончен, статистика на экране. Спасибо за просмотр, с вами был Алекс, играйте в генералы.